Привет, это Спрос. Сегодня будет кастом моего ThinkPad и небольшой обзор своей конфига. У меня есть игровой ноутбук, но его очень неудобно брать с собой в уник. Он большой, тяжелый, у него огромный блок питания и разряжается он за пару часов. Вместе весит почти 3 килограмма. Мне нужно было что-то дешевое, легкое и надежное. ThinkPad T470S стал идеальным кандидатом. Свой я купил на eBay за $150 через магазин, который скупает списанные корпоративные ноуты, чистит и перепродает. Еще я докупил Lenovo Type-C чарджер, вес меньше в 2 раза. Вроде 1,5 килограмма не так уж и много, но когда весь день ходишь с ним на спине, это чувствуется. Бонусом он вмещается вот в такую сумку. Мне досталась версия с сенсорным экраном, не самая полезная фича, но иногда удобно читать конспекты с ноутом на коленях. Тут стоит Intel Core i5 и 8 гигов оперативки. Я бы хотел в рамках этого видео апгрейднуть ОЗУ, но как-нибудь в другой раз. Впрочем, ThinkPad любит не за флагманское железо. Ноут приехал ко мне без ОС, до этого я какое-то время сидел на Ubuntu, но решил, что хочу покопаться в настройках, собрать систему без лишнего мусора. И так я пришел к Arch Linux. Я собирал этот конфиг под себя, старался совмещать эстетику и минимализм. Сори, если что-то неправильно скажу или уже сказал. В качестве оконного менеджера я выбрал Sway, точнее его форк, SwayFX. Там есть красивые скругления и прозрачность. Это минималистичная, очень быстрая и красивая оболочка. Как i3, только на Wayland. Для моего конфига я поскреб по сусекам Reddit, позаимствовал разные виджеты, но в общем и целом он мой. Еще я потратил кучу времени для создания конфига для NeoVim, но так и не смог к нему привыкнуть. Если надо, ссылка на .файл в описании. Старался делать конфиг максимально plug-and-play на случай, если я поменяю ноутбук. Но даже так, я уверен, придется дописывать или менять что-то под разные железа. Это Arch, тут так всегда. Ставьте себе, тестите, дописывайте. Еще зацените небольшой тул, который я сделал. Можно базово настроить под себя мой конфиг через WebUI. Инструмент генерит файлы, которые нужно заменить в папке .config. Вот такую Beeline-версию я собрал в качестве теста. Софт — это круто, но теперь перейдем к внешнему виду. Кастом будет состоять из 3 частей. Сначала база, оклейка крышки. Я нарисовал свой стикер-пак, в каждую наклейку вложена душа и куча времени. Кстати, я сделал свой телеграм-канал, в прошлом видосе просили скинуть стикеры, вот, я туда их залил. Однажды я уже печатал наклейки без ламинации, с них быстро слезла краска, поэтому в этот раз я нашел нормальную типографию, где мне их распечатали на хорошей пленке с ламинацией и нарезали на плоттере. Чтобы наклеить все идеально ровно, я осветил проектором и использовал трюк с мыльной водой. Далее по списку клавиатура. Так как я уже достаточно давно использую раскладку Cola Mac, родная гравировка клавиш мне не нужна. Кстати, следующий видос будет частично касаться этой темы, но сейчас не об этом. Можно было наклеить бумажки или переставить кейкапы, но я нашел такой мод на Reddit. Мне кажется, он выглядит очень круто, и я хочу это повторить. Для начала каждую клавишу нужно снять. Очень нервный процесс, легко что-то отломать, но нормально, я справился.
Потом поцарапать поверхность каждой клавиши, чтобы создать адгезию между кейкапом и краской. Ну и обезжирить. Когда все готово, идем на улицу. Я купил банки в граффити-шопе и первый на очереди Кобра праймер для пластика. 2 слоя. Я, кстати, никогда не видел прозрачную грунтовку в баллоне. Потом пару слоев черной краски. Я взял про запас вот такой луп асфальт. Наверное, стоило брать low pressure, но с таким получается приятная текстурная поверхность. Потом 4 слоя матового лака. У меня луп варниш, но это осталось за кадром. Пока краска полимеризуется, предлагаю перейти к другому моду. По центру клавы есть красная резиновая точка, трекпоинт. На просторах Reddit я нашел одного артиста, который моделит кастомные трекпоинты. Мне понравилась вот такая, я хотел заказать у него, но на Etsy у него только круглые впуклые, а это неинтересно. Я решил делать сам. Закинул эту пимпочку на пару часов в морозилку, чтобы резина задубела, и с ней было удобнее работать. А затем аккуратно обточил. Кстати, план с морозилкой не особо сработал. Буквально через 2 минуты от тепла рук резина вернулась в исходное состояние, но вроде получилось неплохо. Спустя сутки я установил клавиши на место. И теперь по центру моей брутальной черной клавиатуры красуется маленькое красное сердечко. По-моему, выглядит прикольно. И еще вот так. Вот такой результат получился. Пользоваться кастомным устройством еще приятнее. Если кто-то будет ставить мой райс или его дописывать, пингуйте в комментариях в телеге. Очень интересно посмотреть. Все ссылки в описании. Спасибо за просмотр. Лайки, дизлайки, комментарии. Пока.